Перед данным роликом я хотел бы сказать, что это вольная интерпретация и также вольный разбор бита Моргенштерна Пабло, и он не сильно похож, но в то же время и похож. Давайте я вам покажу, что у нас выйдет с битом, чтобы вы дальше могли понимать, смотреть этот разбор, либо же нет. Покажу маленькую хуковую небольшую часть, и также хочу сказать приятного прослушивания. Вот что-то такое у нас с тобой получится. Я думаю, что это в принципе очень-очень сильно похоже на Пабло, с учетом того, что у нас вокал-гитарка есть. И давай же приступим, что у нас здесь есть. У нас с тобой есть в плейлисте 3 инструмента, 1 бочка, 2 баса и ударочка. Ударочка маленькая, все в принципе довольно легко, не считая инструмента. Инструмент, давай начнем с Эксмонда, основная часть. Очень-очень интересный пресетик, именно поэтому я его так и оставил. Он очень хорошо звучит, мне очень понравилось. И это 21 пресет Vocal Leash. После чего у нас с тобой есть второй Экспанд, который звучит у нас вот таким вот образом. Сразу буду показывать в совокупе, как звучит все. То бишь, за место той самой флейты мы взяли вот такой вот инструментик под названием Nice South. 13-й пресетик в экспанде. Прикольно звучит, мне очень понравилось. И третий, дополнительный, это наша гитарочка. Она на самом деле не очень хорошо звучит и не очень живо, если послушать по отдельности. Но слышно, что плосковато, а если без реверба еще хуже будет. Но она у нас играет как дополнительная часть, и ее в большинстве случаев не слышно, если мы прислушаемся так. Также я скажу, какой это пресетик гитарки. Это 13-й Jamming Spoon. После чего у нас с тобой есть кик, который звучит у нас вот таким вот образом. Это кик аумовский, в принципе ты видишь его название. После чего бас, разрывной бас от Young Freezy. Он довольно прикольно звучит, и называется этот бас Dior. В принципе у Young Freezy все драмкиты бесплатные, и ты можешь его найти с легкостью. И ты скажешь, Dior не так сильно запущенно звучит, как в оригинале. И что здесь мы с тобой подкрутили? Мы с тобой заходим вот сюда вот и видим Boost и Q. Вот такие вот пресетики ставим, и у нас получается вот такой вот звучочек. Довольно прикольно звучит, и в принципе я думал, что вот как раз вот этот разрывной бас, как у Моргенштерна в Пабле, этому поспособствует. И я в принципе не ошибся. После чего у нас с тобой есть еще рис-бас, который аумовский под названием Angel Sub. Мы делаем с тобой envelope, и здесь мы с тобой ничего не подкручиваем. Буквально совсем ничего. После чего у нас с тобой идет клэп от Young Freezy. Клэп под названием Always. Как прокладка, только ударка. И хай-хетики. То бишь, буквально, если посмотреть на эти хай-хетики, то мы можем взять и скопипиздить это все, и у нас получится точно такие же хай-хеты. Они ничем больше не будут отличаться. На самом деле, биток очень простой, тут ничего больше особо не поменяется, не считая нашей структурки. Где-то у нас мелодическая часть добавляется, где-то у нас убирается, но, в принципе, по структурке ты все видишь. То бишь, преимущество перед дропом у нас все три. В первом версии у нас с тобой играет пэдики вот эти вот, после чего во втором версии у нас с тобой играет гитарка, также еще один верс, и погнали, хуковая часть. Что касаемо обработок, давай же посмотрим, что здесь есть. Сразу видим, что у нас с тобой есть сент-канал, на котором у нас с тобой 3-й канал Expand и 4-й канал Expand, то бишь 2-я и 3-я мелодия. Прям таковой разницы нет, но я все равно покажу. Я что сделал? Я ее чуть развел и мейджером, все в принципе значения ты видишь. Потом Valhalla Vintage Verb, Mix 16, Low Cut мы 560 подрезаем. И в принципе на этом все, больше никаких обработок здесь нет на самом-то деле. На самом пэдике у нас ревербератор на 100 микс, потому что без него, ну, не так, как хотелось бы. Мы с тобой больше ничего, мы просто его поставили, и все, он уже хорошо звучал. В принципе, с дефолтом пресетик. После чего Young Freezy 808, ничего нету. На кике у нас пик-контроллер, вот такие вот значения. На клэпе у нас также ничего нету. На хай-хетах у нас опять же ничего нету. И, кстати, смотрим сразу, кик у нас в моно. И все, это довольно очень просто.
Также у нас с тобой есть ризбас, который у нас не совсем доигрывал до 808. Послушаем. Но это не громко. 808 у нас громче, именно поэтому я решил чуть-чуть нормализировать эту громкость между 808 и рисом путем Cinematics Diablo. Да, послушаем. Сразу можем заметить, что громкость у нас прибавилась. И что мы сделали? Мы подкрутили с тобой панч на 8, буст на 45, боди, то бишь тело мы с тобой не трогали, head, то бишь верхнюю часть 76, и объем мы расширили с тобой 76 на стерео канал. И как ты можешь заметить, что у нас клипирует с тобой только бас, то бишь как и должно быть. И после чего у нас с тобой есть еще гитарочка. На гитарочке, что у нас с тобой есть? У нас с тобой есть Q3, просто подрезали 240 Гц низа, потому что он конфликтовал чуть с басом, и был такой некий пердежок такой, неприятненько было. Я решил подрезать. Fruity Delay 3, пресет пинг-понг и Valhalla Vintage Wear на микс 20, модом Plate и 410 мы с тобой подрезали Low Cut. Все, на этом буквально все. Также у нас с тобой есть Maximizer. Maximizer это Threshold минус 2 дБ и компрессия минус 0,4 дБ с модом 4 Modern. И все. Здесь буквально больше нечего разбирать. Моргенштерн, сама акапелла, то бишь, это оригинальная у нас акапелка, которая практически не слышно, даже если взять гитарку. Это оригинальный бит, я не стал его вырезать, я просто увел его в моно, очень сильно я убрал ему громкость, и сразу смотрим на низ. Мы с того подрезали 319 Гц. Все. Гитарка его очень сильно перебивает, так что за это авторские права я не получу. Но Моргенштерн поспособствует моей гитарочке, хотя, в принципе, она довольно неплохо звучит. Как ты думаешь? Напиши в комментариях. Ну что же, поскольку мы с тобой разобрали все, давай сделаем небольшую дополнительную часть в формате гитарочки. Что здесь вообще есть? Смотри, мы сделали с тобой верхнюю часть, это даблы, то бишь... Понимаешь, да? То бишь он там говорит е. Потом, когда он выкрикивает... И самое, наверное, трудное было сделать это вот эту штучку. То бишь понятно, да? Как это делать? Все очень просто. Ты делаешь вот такую вот нотку. Мы с тобой выделяем Alt-U, берем с тобой вот такой вот пресетик и просто правой кнопкой мыши регулируем с тобой громкость. И так у нас с тобой получается. Также здесь, это у нас больше как просто удар по струнам. И все, буквально здесь очень все просто. Все остальное у нас идет по ноткам. В принципе, если этот проект вам будет нужен, то при достижении 100 лайков я, конечно же, его выложу, вы можете посмотреть его полностью. Ну а я крайне признателен автору этого бита, ссылочки на него, конечно же, будут в описании. Ну а я вас всех крепко обнял, всех приподнял. Самые лучшие комментарии будут в конце ролика, когда будет воспроизводиться бит. Ну а вам приятного настроения, приятного времяпровождения и удачки. Чао!